Друзья, я на выставке в Нижнем Новгороде «Арт-Мир». Она проработает до 4 февраля. Приезжайте в гости. Каждый день, начиная с 16 часов до 18, нам позируют модели из театра и еще какие-то пластические. Так что каждый день можно не только приехать и поглазеть на картины, но и порисовать. Сегодня нам позировала Алина Ващенко, актриса драматического театра Нижнего Новгорода, в образе одной из 3 сестер по одноименному роману Чехова. Я писал темперы, и в конце ролика покажу эту работу. Значит, всем любителям искусства, в частности живописи, мне хотелось бы сказать, вот я сегодня специально пришел посмотреть на Вячеслава Короленко, потому что в интернете он выкладывает картины, в том числе свои, много рассказывает о том, как это все происходит. Но когда я пришел вот сегодня на выставку «Арт-Мир 24», я просто поражен. Это небо и земля. Увидеть вживую картину автора — это 2 большие разницы. Дилшот Худояров «Как быть с трещинами в картине». Картина написана год назад. Кажется, трещина в самом грунте. Можно это исправить или реставрация нужна? Наверное, нужна реставрация все-таки. Я не реставратор и не знаю, что с этим делать. Конечно, покажите фото реставраторам, может быть, даже в нашем телеграм-канале. Кстати, туда заходите, в нем можно участвовать и показывать свою работу, и там кто-нибудь поможет. Просто нужна узкая специализация с трещинами, как разобраться. Может быть, медбратья, санитары из соседнего корпуса, реставрационного, сейчас кто-то поможет вот так сразу, раз и подскажет. Елена Пухарева на днях осознала, что мы не учитываем и то, что недопонимание живописи, ее красоты, происходит еще и от физического устройства зрения некоторых людей. Оказывается, многие люди не видят некоторых оттенков цвета и видят его по-другому. На днях меняли вместе с сотрудником права, проходили медкомиссию, так он не мог пройти окулиста. Ну да, дальтоники не могут пройти. Там в одном тоне, там бледно-розовым, бледно-каким-то зеленым, кружочки вроде бы, и так ничего. Тот, кто не видит цвета, не сможет отличить. Ну так вот, есть специальная книжка, где картинки разных цветов, вот я о ней говорю. Как треть предметов, так он не видит треть предметов. При том, что оттенки в картинках построены на контрасте и той же теплохолодности. И таких людей, оказывается, очень много. Кто-то в большей степени не видит цвета. Отсюда и критика мазни и непонимание, как можно назвать шедеврами работу того же Батова. Какая там теплохолодность и тонкие оттенки. Для некоторых все едино. Лена, таких же очень мало людей, мне кажется. Вот какой процент, кто не видит? Вот на выставке, я не знаю, 40 000 человек. Вы думаете, пойдет человек, который не разбирается, не отличит вот эту кирпич от этого розового? Да, вряд ли. Потом, вроде бы, я не берусь прям достоверно, кто знает, подтвердите, вроде бы Камиль Коро был вот тоже из этой области, не различал. Так он писал монохромные, там в тоне-то посмотрите, какие пейзажи его замечательные. Да, они коричневато-зеленые все, очень ограниченная палитра, но я прям помню с детства так любил его работы. И думаю, те, кто с такими проблемами зрения не может оценить это по достоинству, все-таки, поскольку все так монохромно и в тоне разобрано, я думаю, это все равно производит впечатление. Черно-белые картинки Фешина на меня производили впечатление, когда я их увидел. Не было возможности увидеть в цвете тогда. Все равно классно, в тоне сильно. Так что мышление в тоном спасает и нас, как производителей этого печатного товара, так и тех, кто на него смотрит. Мне так кажется, друзья. Что скажете? Поделитесь. Так, юзер, тра-та-та.
Я пишу по акрилу. Сделала подмалевок акриловый и сверху маслом, так как поняла, что акрил не живой, хоть убей. Что это значит? Так вот, мой портрет имеет разные цвета в зависимости от освещения. При ярком освещении хорош, значит, на ярком надо смотреть только куда-нибудь прям против солнца. Не против, а чтобы на него падало больше света. А при вечернем освещении тени жутко серый, как разные работы. Масло хорошее, и акрил тоже был самый дорогой. Вот с акрилом нельзя шутить. Почему такой странный эффект? Цвета, подмалевка были те же. Я как-то не раз уже говорил, что не дружу с акрилом, и тем более писать по акрилу маслом – это провальное дело. Вот у вас замечательно, что вы все это написали, другие будут знать. По темпере маслом нормально, а по акрилу нет. Проваливается, все начинает плыть, куда-то там исчезать. Цвета темные еще становятся темнее, светлые тоже блекло темнеют, как-то не поймаешь, главное. Ты вроде берешь цвет, а он прямо на глазах твоих через некоторое время уходит куда-то. В глубину. Так что просто давайте так, вы эту работу поставьте как такой раритет музейный. Повесьте, чтобы на нее смотреть и думать, и размышлять. Никогда больше по акрилу не буду писать маслом. Пишите акрилом по акрилу. Вот такой эффект, такая странная краска. Я даже грунт не люблю акриловый. Ладно, грунт – это отдельная история, может быть, кому-то нормально. Амаралкин, философ Мераб Мамардашвили, однажды высказал верную мысль. В философии и в искусстве, я считаю, это авторские скобки, нет никакого движения вперед, вверх или еще куда-то. Есть огромное поле, где каждый копает свой участок, огородик, да? Если ты новатор, копаешь целину. Если нет, возделываешь коллективный огород. Нет никакого движения вперед, да, в искусстве. А вот, например, пение, это же тоже искусство, правильно? Я помню, что была такая певица, она, наверное, сейчас есть, дай бог, есть здоровье, Рымбаева, а как ее звали, не помню, Роза Рымбаева. И тогда же не было в записи. В те времена далекие, ножей еще не знали. Так вот, она пела и дирижировал Силантьев. И она пела, прямой эфир идет, все, концерт, я помню, в Кремлевском где колонны стоят какие-то там, это не дворец съезда, какой-то вот там, где это самое, где Дума, Дума. Наверное, нет, неважно, идет концерт. И она, видимо, так распереживалась. Бывает такое, когда вот на сцене люди поют, публика, видимо, там был еще, может быть, Леонид Ильич, сам, не знаю. Я видел это живьем, по телевизору. И ее, что называется, стеганули, эту кобылу понесло. Она, не попадая в такт, раньше вступила. То есть она припев, куплет пропела, потом идет проигрыш, и она там не дождалась 4/4, и на 3 фиганула. Надо отдать должное музыкантам, это же оркестр. И Силантьев силантирует, значит, все, дирижирует. Они не смогли сразу под нее подстроить, но она же ее же несет. Это к тому, что вы сказали, что верная мысль, нет движения вперед. Она вперед побежала, вперед быстрее всех. Вот эта лошадь, она побежала вперед, не видя ничего. Поет себе как бы. И они подстроились, я не знаю, только целый, я не знаю, такт, наверное, проиграли. Они не знали, что делать. И потом, опытный музыкант, видимо, не впервой. И потом под нее, как будто ничего. Никто не улыбнулся, никто не покрутил у виска. Они же заняты, руки у них заняты все. Только у барабанщика, конечно, он мог кинуть палкой. В общем, оказывается, что вперед в искусстве движение все-таки есть. Или еще куда-то.
есть огромное поле, каждый копает свой участок. Ну да, вот она так вскопала, что было стыдно, наверное, потом. Потом постепенно она исчезла с экранов телевизоров. Ну да. А может быть, она поступила как новатор, кстати, и возделала коллективный огород вместе с оркестром. Она же часть вот этого механизма. Ее шестеренки перевернулись и быстрее начали. В общем, коробка передач не на ту скорость врубилась. И машину понесло. Наверняка среди нас есть те люди, которые видели этот концерт. Подтвердите, что я не вру. Друзья, зазываю вас на академичку. Вот я приеду с выставки, и с 8 числа мы едем на академичку, по 11 работаем там. Зиму будем писать. Бронируйте свое участие, пишите мне. А 2 марта мы будем писать один день класса, целиком весь день будет, в Санкт-Петербурге. Фантастический вид на Неву. Присылайте заявки. Друзья, в 2020 году я делал класс в Абрау-Дюрсо. И посмотрите ролик на эту тему, пожалуйста, отметьтесь в журнале. И там, и здесь. Ну, пока.